Всем привет! С вами доктор Демченко. Сегодня мы поговорим с вами о крыловидных лопатках. Это такая ситуация, когда лопатки располагаются под неправильным углом к грудной клетке, их нижний край немного торчит назад, и, соответственно, эта ситуация часто плохо влияет на плечевой сустав и создает асимметрию верхнего плечевого пояса. Сегодня мы подобрали вам комплект упражнений, который поможет вам справиться с этой ситуацией. Первое упражнение, которое нам понадобится, это упражнение на контроль отведения или протракции лопатки. Встаем на четвереньки и максимально опускаем плечи, чтобы они не вжимались в шею. Если у вас это плохо получается, вы можете немножко развернуть руки. Это поможет вам удерживать лопатки в нужном положении. После этого мы начинаем толкать грудной отдел вверх. Вам не стоит сильно проваливаться вниз полностью до упора. Достаточно будет опуститься немного ниже вашего нейтрального положения, для того, чтобы вы могли почувствовать само движение лопатки. Нам нужно добиться ощущений на внешнем крае лопатки, чтобы понять, что передняя зубчатая мышца действительно включается. Второй вариант исполнения в положении отжимания на коленах. Мы также удерживаем плечики опущенными и уже отсюда начинаем также поднимать грудной отдел. Для большего комфорта вы можете немножко поставить руки на уровне головы. И, наконец, третий вариант из полного упора лежа. Второй тип упражнения направлен на контроль удержания лопатки в нужном нам положении, то есть прижатой грудной клетке. В первом варианте вы также встаете на четвереньках, после этого опускаете плечи и поднимаете грудной отдел, так, чтобы почувствовать включение передней зубчатой. После этого, не меняя уровня плеч и не качая их влево и вправо, мы начинаем переставлять ручки ближе к центру, используя небольшие смещения, и также от центра наружу. Для удобства вы можете держать локти немножко согнутыми и развернутыми наружу. Второй уровень этого упражнения аналогичен с первым. Мы встаем в упор лежа с коленок, и также можно ручки поставить чуть больше впереди. И выполняем схожее движение. Для большего комфорта следует поставить коленочки немного пошире. Ну и, наконец, для самых продвинутых, вы можете это делать из полного упора лежа. В качестве аналога второму упражнению вы можете использовать массажный роллер. Для начала вы также стоите на четвереньках, удерживайте лопатки в нужном положении и чуть приподнятый грудной отдел. И после этого небольшими движениями, удерживая уровень плеч, начинаете смещать ролик вперед
примерно на 5-10 сантиметров и также назад. Второй уровень сложности будет из упора лежа на коленках. И для самых продвинутых из полного упора лежа. Не забывайте, что следует поставить ноги пошире. Третье упражнение уже выполняется стоя у стены при помощи обычной кольцевой резинки. Мы встаем к стене на расстояние согнутой в локте руки. И ручки у нас расположены примерно на уровне плеч, локти примерно на уровне нижнего угла лопатки, либо чуть ниже плеча. При этом предплечья у нас параллельны друг другу. Они не должны быть ни сведены, ни сильно разведены. Из этого положения мы опускаем плечи и удерживаем лопатку в нижнем положении. В первом варианте мы поочередно в небольшой амплитуде смещаем руки вперед. При этом уровень плеч не должен меняться. В этом упражнении вы должны почувствовать разницу включения передней зубчатой слева и справа. Как только вы этого добились, вы можете переходить на следующий уровень этого упражнения. Оно примерно похоже, за исключением того, что выполняется теперь симметрично. Встаем в исходное положение, опускаем плечики, немножко разгибаем грудной отдел, но не делаем передний наклон таза. И теперь медленно смещаем ручки вперед, не поднимая плечи. И, наконец, третий уровень прогрессии у нас с вами будет выполняться с более длинной резинкой. Вы можете также для контроля выполнять его у стены. Что мы делаем? Немножко растягиваем резинку так, чтобы кисти у нас оказались чуть шире плеч. Из этого положения, чуть на согнутых локтях, мы разворачиваем кисти наружу, при этом получая хорошее натяжение. После этого мы встаем к стене и можем также протягивать ручки, не поднимая плечи. Помните, что локти ни в коем случае не должны разъезжаться наружу. Одна из главных проблем короидной лопатки заключается в том, что у вас есть нарушение внутренней карты тела. То есть, по вашим ощущениям, лопатка находится якобы на своем месте, хотя на самом деле это далеко не так. Поэтому при работе с такой проблемой у нас есть несколько этапов. И первый из них – это научиться чувствовать правильно, то есть корректированное положение лопатки, и добиться сознательного включения мышц, которые ее там удерживают. И главным образом это будет передняя зубчатая мышца. Она у нас с вами начинается на внутреннем крае лопатки, проходит между грудной клеткой и лопаткой и уходит у нас на ребра, где потом с нее начинаются внешние косые мышцы. Именно она отвечает за отведение лопатки и удержание ее в нижнем положении. У нас с вами есть 3 вида упражнений. Одно из них направлено на отведение лопатки, второе на стабилизацию и удержание положения, и, наконец, третье на удержание положения во время работы во фронтальной плоскости. Вы выбираете то упражнение, которое соответствует вашему уровню, то есть то, в котором вы можете добиться нужного результата. Для того, чтобы справиться с этой проблемой, вам нужно выполнять эти упражнения каждый день хотя бы 1 раз.
Вы также можете выполнять эти упражнения не на количество повторений, а по таймингу. И начинать следует примерно с 30 секунд. Но в таком случае следует делать хотя бы 2 раза в день. Итак, как будет выглядеть ваша программа? У вас есть 3 упражнения, и каждый из них вы начинаете выполнять примерно с 30 секунд. Сначала выполняется упражнение на отведение лопатки, для того, чтобы вы смогли почувствовать ее положение и включение передней зубчатой мышцы. После этого вы выполняете упражнение на стабилизацию, для того, чтобы вы смогли удержать ее при сложном роляционном движении. И после этого выполняете упражнение уже у стены, для того, чтобы зафиксировать ее положение в верхнем квадранте движения. На каждом уровне сложности упражнений вы должны дойти хотя бы до 1 минуты эффективного выполнения, то есть при котором вы будете чувствовать положение лопатки и будете чувствовать включение нужных нам мышц. После этого вы можете переходить на следующий уровень сложности. Если вы занимаетесь в тренажерном зале, то в таком случае вам следует добавить эти упражнения перед тренировкой в качестве разминки. Хороший заметный результат вы можете получить уже на 2-й неделе выполнения этих упражнений. Вы должны получить примерно 30-50% результата, то бишь лопатка должна быть вдвое более прижата к грудной клетке, нежели чем в начале. Если по каким-то причинам у вас не получается, в этом нет ничего страшного, потому что иногда эта патология может поддерживаться из шеи или грудного отдела за счет тугоподвижности каких-то регионов, либо наоборот какой-то нестабильности, либо вовлечения нервных структур. Поэтому пробуйте. С вами был доктор Демченко и физический терапевт и реабилитолог Михаил. Надеюсь, вам эти упражнения помогут. И подписывайтесь на канал, предлагайте новые темы для видеороликов. Всем пока!